Дорогие рукодельницы, рада приветствовать вас на канале Колыбель искусства. С вами я, Мирослава. Мы сегодня продолжим тему новогодних праздников, подготовку к новогодним праздникам, а именно задекорируем шар пластиковый в технике декупаж. Я предварительно сделала вот такой шарик. Он у меня с мотивом наступающего года тигра. Но сегодня мы выберем другую картинку, чтобы было интереснее, и вы увидели, как смотрится шар с другим мотивом. Итак, приступим. Для сегодняшнего видеоурока понадобится, соответственно, пластиковый шар. Он у меня диаметром 10 сантиметров. Декупажная карта. Они есть разные. Вот они так выглядят. Это очень удобно, потому что уже нанесен круглый рисунок. Вам остается только вырезать и приклеить его непосредственно на шары, и даже есть разных размеров. Вы можете выбрать себе подходящий, 7, 10, какой вы хотите задекорировать, такой выбирайте по размеру себе рисуночек. Я выбрала вот такую тему. Очень люблю винтажные шары и все, что с ними связано, поэтому вот так. Значит, пластиковый шар, декупажная карта, акриловая краска, клей для декупажа, губки, блестки, жидкость, которая позволяет сделать эффект стекла, зеркало, ну, собственно, и различные декоративные элементы в самом конце для украшения шара. Так, в самом начале, прежде чем приступить к работе, мы обезжириваем поверхность. Я это сделала с помощью спирта и ватного диска. Хорошенько протерла с двух сторон, подготовила. Шарик очень удобно. Вот он соединяется с двух частей. Мы его раскрыли и будем его декорировать. Так. Для начала мне понадобится бумажное полотенце. Карту я уже предварительно показывала, вырезала. Она очень тоненькая, повторюсь, кто не видел предыдущий урок, расскажу в двух словах о картах. Они очень тонкие, очень удобные в работе, они не расползаются, поэтому удобно их клеить. Они чуть-чуть плотнее салфетки, но намного тоньше обычной декупажной карты. Поэтому, пожалуйста, приходите к нам в магазин Колыбель искусства, выбирайте очень большой выбор карт. Мы всегда будем рады вам. Так, для начала возьму ножницы. Надо прорезать аккуратно в нескольких местах, не очень глубоко, так слегка. Слегка прорезаем. Да, достаточно. После чего это вот сторона. Это будет задняя сторона, это вот лицевая. Я беру клей для декупажа, кисточку. Любую часть вы берете, выбираете сами, какая вам больше нужна. И аккуратно уже на обезжиренную поверхность наношу тонким слоем
клей для декупажа. Старайтесь наносить его размазывать хорошенечко по поверхности. Вот таким образом. Хорошенько, хорошенько. Так, это нанесли. Затем мне надо увлажнить рисунок. Перевернем хорошенечко. И надо промокнуть. Сегодня мы делаем так называемый обратный декупаж. То есть мы будем клеить картинку лицом вниз. Вот хорошенечко, она такая влажная, хорошая. Теперь удобно с ней работать. Так, берем. Прикладываем к поверхности, вот где прорезанные части. И прям пальчиками выравниваем. Прям можно взять, посмотрите, нравится ли вам, как лежит, выровняйте. Я вот хочу немножечко ее наверх подтянуть. Немножко подтяну. Так. Прямо можно вот бумажной влажной салфеткой себе немножко помочь. Сначала мы должны уложить ее так, как нам нравится, а потом уже приступать к нанесению дополнительного клея. Картинку выровняли, приложили аккуратно, да, все убрали неровности и клеим. От середины к краям, как бы выгоняя воздух. Это очень важно, чтобы никаких не осталось неровных моментов, весь воздух ушел, и картинка идеально ровно легла, приклеилась к поверхности. Поэтому не бойтесь, прям хорошо наносите клей, прям хорошо. Еще раз повторюсь, несмотря на то, что карты очень тоненькие, они прекрасно работают и не расползаются в работе, даже при достаточно серьезном надавливании на картинку. Сейчас мы с вами вытрем лишний клей с прозрачной поверхности, уберем его. Это можно сделать с помощью влажной салфетки. А саму картинку оставим ненадолго просохнуть. Вот, собственно, приклеили. Как видите, никаких моментов с воздухом нет. Нигде не отслаивается. Все, мне все нравится. Следующий этап мы вытрем. Возьмем влажную салфетку. И вытрем вот лишний клей. Он нам здесь совершенно не нужен. Ну все, в таком виде мы оставим.
Оставим на время, чтобы просох клей, и дальше мы смогли работать. Так, картинка с клеем просохла, хорошо приклеилась к поверхности, и сейчас мы будем работать с красками. Для этого нам нужна белая и коричневая краска, тарелка и ватный такой поролончик. Так, для начала берем белую краску, совсем немного. Совсем немного нам ее надо. Губкой. Закрываем всю бумажную поверхность белой краской, тогда картинка будет смотреться более ярко. Старайтесь не выходить за пределы картинки белой краской, только в середине. Лучше не доходить до краев. Аккуратно серединочку закрываем. Всю серединку я закрыла, серединочку закрыла, все-таки вышла немножко за край. Сейчас я быстро уберу. Быстренько сейчас уберу. Почему я убираю? Потому что в картинке преобладают такие коричнево-золотые цвета, оттенки, да, и если мы белую краску выведем за пределы картинки, у нас будет не очень красивый переход, поэтому желательно все белое убрать. Так, ну, поскольку фон у нас в основном коричневый, да, берем коричневую краску, также выдавливаем немного, берем чистую губку. И закрываем этот переход. Чуть-чуть можно заходить сюда, да, на картинку. Так, и после чего я возьму немного блесток. Такую кисточку с мягенькой щетинкой. И пока еще краска сырая, покрою все блестками. Зачем я это делаю? Потому что это все-таки новогодний шар. Блеск приветствуется, но благодаря краске он не будет таким активным, а только слегка-слегка будет давать такой красивый блеск. И тем самым дополнительно украшать ваше изделие. Можно даже добавить немножко серебра. Нет, лучше золото. Все-таки у нас там золото преобладает. Поэтому лучше золото. Вот после того, как краска просохнет, более будут видны эти блестящие все моменты. Все. На этом работу с первой частью шара мы заканчиваем и переходим ко второй части. Лицевую сторону мы сделали с вами, теперь будем делать тыльную. Приступаем к декорированию второй половины шара. Для этого мы будем использовать стикер наклейкой основе.
краску с эффектом зеркала и блестки. Ну, собственно, и все. Так, приступаем. Стикеры есть с разными орнаментами и рисунками. Вы выбирайте, какой вам понравится. Их даже можно, компании делают под заказ. Поэтому тут уже выбор за вами. Так, очень удобно. Можно вырезать. Затем слегка вот пройдемся. Смотрите, старайтесь сразу приложите, посмотрите, сразу приклеить ровно, потому что уже если он прилипнет, уже ничего с ним, как говорится, не сделать. Вот так вот он уже и будет. Поэтому старайтесь сразу. Он слишком большой, поэтому я буду делать вот только по этим участкам. Но все, что лишнее, потом, конечно же, можно использовать в другой работе. Не надо выбрасывать. Всегда есть применение. Снимаем защитный слой. Так, кладем ровно. Ну, в принципе, все довольно неплохо. Можно взять бумажное полотенце. С помощью бумажного полотенца прям хорошенько его проклеить. Ничего сложного, кроме начального этапа, когда нужно выровнять все, потому что очень быстро прилипает, клеится к поверхности, и потом исправить крайне сложно. Не бывает все просто, но зато очень удобный. Его можно клеить на любую поверхность, деревянную, на любую, и тем самым подчеркивать какие-то детали в работе, украшать работу. Это замечательная история с стикерами, поэтому используйте с удовольствием, ищите производителей. Ну а теперь надо поддеть защитный слой. Аккуратно, торопиться не надо, мы снимаем. Вот так. Ну вот, так получается. И сейчас будем покрывать поверхность краской с эффектом зеркала, делать зеркальную поверхность. Знаете, даже у меня остался диск со спиртом. Все-таки излишки клея где-то остались, и я пройдусь еще раз диском со спиртом, дабы обезжирить на всякий случай. Дополнительно не помешает.
Так, ну, все. Так, и нам надо надеть перчатку. Перчатку надевайте, потому что это не так просто потом удалить с рук эту краску. Перчатку надели. Хорошо взболтать. Увлеклась прямо в закрытой бутылочке и уже пролилась. Прорвалась защитная пленочка. Так, и вот прям на губочку. Так, и такими вот движениями закрываем поверхность этой краской. И прямо по нашему стикеру тоже проходимся. Он еще ярче выделяется на поверхности. Все нанесли, оставьте. Вот такой уже мокрой можно закрыть ушко. По краю пройтись хорошенько. Здесь у нас такая как ступенечка, выемка, чтобы соединять шары. Вот эту выемку хорошенько закройте. Уже красиво. Уже этот эффект появился. Но мы пройдемся еще слегка второй раз. И здесь также ушко. В первой половине лицевой части шара тоже ушко закроем и пройдемся по краю, где шар соединяется. Так, все. И он очень быстро сохнет, и можно слегка пройтись второй раз. Смотрите, если хотите более глубокий, прям глубокий, насыщенный этот эффект зеркала, вы можете все закрыть в середине еще черной краской дополнительно. Вот такой будет прям глубокий черный цвет. Я этого делать здесь не хочу, я все-таки хочу оставить такую воздушность зеркальную. Тем более, когда шарики соединятся, все пробелы будут закрыты, и для меня достаточно. Но опять-таки повторюсь, если хотите более такого насыщенного, темного зеркала, можете высохнет и просто вот так же губочкой, черной краской пройтись поверх зеркала. Так, мне все, собственно, нравится. Закрываем, хорошо закрываем эту сторону и снова-таки повторю тот же процесс, что и с лицевой стороной. Немного блеска на новогоднем шарике не помешает.
Пока еще не успела совсем высохнуть. Вот так. Покроем. Может быть, камера не передаст вот эти прям легкие мерцающие моменты на поверхности, но поверьте, их хорошо, они будут просматриваться, и, знаете, такой дополнительный деликатный мерцающий эффект, он приятно смотрится. Все. Вторую часть мы завершили, и теперь будем декорировать всю поверхность шара. Так, обе половины шара готовы, они высохли, и сейчас мы их соединим непосредственно друг с другом и будем украшать шар сверху. Все соединим. Вот, собственно, шар. Возьмите любую круглую подставку, у меня малярная лента, чтобы вам было удобнее, шар ваш не скользил по поверхности, было удобнее вам работать с ним. Так, сначала сделаем ниточку. У меня такая металлизированная нитка есть. Вы можете использовать те материалы, которые у вас есть дома, или вы приобрести такую металлизированную нитку. Она не помешает, всегда пригодится в работе. Завяжем. Лишнее. И немножко огнем, чтобы ниточка не распустилась, закрепили. Затем я использую клей Момент Кристалл. Любой момент можно использовать. Хочу ее закрепить узелочек в серединке, чтобы он не мешал дальнейшей работе. Для этого аккуратно зубочисткой. Старайтесь работать аккуратно, чтобы не капнуть на поверхность самого пластика, на поверхность шара, потому что врать невозможно, испортит вам этот клей работу. Будет очень обидно, если в самом конце. И убираем ее вот так прям в серединку, в дырочку, он там подклеится и никуда уже не убежит. Если вы сомневаетесь, вы можете, когда соединяете шар, тоже пройтись моментом вот в местах соединения, чтобы вы не волновались, что он откроется как-то. Ну, таких случаев, чтобы он прямо распался, раскрылся, нет, потому что все-таки там и краска есть дополнительная, и он утяжеляется, поэтому он достаточно прочно держит. Тем более мы сейчас будем закрывать его еще сверху декоративной лентой. Поэтому не бойтесь, но все-таки, пожалуйста, если вас смущает, вы пройдитесь, будьте спокойны, что ничего у вас не разобьется, не раскроется. Если вы делаете под заказ шары, это очень важно, быть уверенным, что вы, люди купив, не столкнутся с тем, что он распался на две части. Все, это подклеили, затем
Я возьму, вот такая у меня есть декоративная, тоже лента с эффектом страз. Отмерим. Так, ну где-то вот приблизительно. Еще раз убедиться, что достаточно. Достаточно. Так, ну, в принципе, и тем же способом снова добавлю клей. Аккуратно зубочисткой пройду здесь немного. По ленте. Ровно вместе соединения. Придержим немножко. Так. Ну и дальше. Так, прям хорошо натягивайте. Так, ну вот мы соединили, закрыли место соединения, уже красиво, но на этом нет предела совершенства. На этом мы не остановимся, возьмем еще такую стразовую нить. Они тоже продаются сейчас везде, просто в магазинах для хобби, творчества. Их легко найти. Можно, если вам надо много, сразу бобину приобретать. Продают их разного размера, как вам удобнее будет, так приобретайте. Точно так же немного клея. И теперь старайтесь посередине. Аккуратно в серединке. Здесь очень хорошо, удобно видно все. Конечно, лучше использовать нет под рукой пинцета. Здесь особо аккуратно надо, потому что если клей попадет на стразы, они поблекнут. А нам надо, чтобы они красиво блестели, переливались в изделии, поэтому будьте аккуратны, внимательны. Ну и так продолжаем по кругу. Так, лишнее аккуратно убираем. Вот. Красиво
цвету. Дизайн нам подходит. Следующий момент. Я возьму хрустальную пасту и немножко сверху добавлю такой, сделаю эффект льда. Да, немного. Но мне кажется, так он пустоват, как-то мне хочется. Опять-таки, это по желанию. Если вас устраивает уже этот результат, который вы имеете, вы можете ничего не добавлять. Но я вам покажу, как можно сделать с хрустальным эффектом, с эффектом льда, как это будет выглядеть, чтобы у вас был выбор. Почему я это сделала после того, как соединила стразовыми лентами, да, это все? Потому что если у вас хрустальная эта крошечка попадет в места соединения, очень сложно потом приклеить по верху. Поэтому лучше уже после аккуратно сделать этот хрустальный эффект. Значит, что я делаю? Мастихина. Я прям по верху хаотично накладываю эту хрустальную пасту. Вы можете использовать там, сейчас много в продаже гель, например, с эффектом снега или с эффектом льда. То есть, что вы пожелаете, пожалуйста, все можно применять, использовать. Что у вас, может быть, есть что-то в наличии, пожалуйста, тоже можно использовать для работы. У меня есть хрустальная такая паста, она мне нравится. Она высохнет и станет совсем прозрачной. Что еще больше мне нравится в работе с ней. Поэтому я выбираю ее. А вы уже смотрите, как по настроению. По вашему настроению и вашему желанию, да, работаете с подобного рода материалами. Вот я прям мастихином удобно, можно подойти впритык к местам соединения, чтобы не было таких лишних пробелов. И вот прям хаотично сверху. Вот видите? Надеюсь, вам хорошо видно. Но здесь нет никаких правил. Вы прям слегка дотронувшись, можете сделать более насыщенный этот эффект льда. Опять-таки, как вы пожелаете, как вы. А можете вообще не использовать. Тоже, пожалуйста. Вот шар без льда. Почему нет? Очень даже да. Так, ну, мне нравится, недостаточно. И также я сделаю задней частью, чтобы это как-то соединить, да, потому что с лицевой стороны у нас будет эффект льда, а с изнаночной нет уж. Если решили это делать, значит делаем это с двух сторон. Даже можно немножко добавить вот на сам этот элемент, где крепится нитка, тоже как бы закрыть его, да, чтобы он не был таким выразительным, спрятать во льду. Все, мне нравится, как получилось. Больше не хочу добавлять. Слегка сверху такой объем. И сейчас, пока он влажный, пока он цепкий, я немножко украшу серебром. Такой. Вот, вилочку поближе. Вот, немножко серебром. Он высохнет и будет очень красиво мерцать.
Так. И оставляем, пока эта хрустальная паста полностью не высохнет и не станет прозрачной. Итак, наша хрустальная паста на поверхности шара хорошо высохла. Она сделала эффект такого ледяного налета легкого. Благодаря блесткам стала красиво мерцать. Такой ледяной приятный эффект. Мне очень нравится. Хорошо перекликается со стразами на ободочке. И в самом конце мы, конечно, должны украсить верх, да, нашего шара. Сделаем бант. Для этих целей у меня есть вот такая декоративная сетка. Я уже предварительно, она продается по размеру, да, по метражу, какой вам необходимо, можете приобрести, если вам понравится такого рода сеточка. Я ее уже вырезала предварительно того размера, который мне необходим, который я буду использовать. Для этого вот такая лента, скажем так, я ее складываю, делаю такую трубочку, складываю пополам, завязываю узелок. Такой узелочек. И что я буду делать? Буду формировать бант. Я не буду прятать кончики или как-то правильно их выкладывать. В случае с сеткой мне нравится, когда они торчат, скажем так, хаотично. Ну, добавляют такое интересное движение, да, и дополнительное украшение. Ну, как-то так мне нравится, как это выглядит. В принципе, неплохо. Прикладываем, смотрим, нравится нам или нет. Можно сделать более большой, объемный бант. Это уже все зависит от вашего вкуса и желания. Мне, в принципе, все нравится. Значит, вот я здесь соединила. Можно прошить, но в случае с сеткой это не очень удобно делать. Поэтому я аккуратно постараюсь соединить. С помощью клея. Вот где более плотный, где узелочек, там промазываю и как бы собираю бантик, да, скрепляю его. Поверну к себе лицом. Так, ну, в принципе, соединился. Дальше мы еще подклеим. И теперь я его должна соединить вместе с шариком. Таки промазываю. Немного подержим. Здесь выравнивайте, как вам нравится. Играйте с бантиком, выкладывайте его, пока не придете к тому, что все, вы готовы остановиться, вас все устраивает. Так, один конец банта я убрала на тыльную сторону, один оставила на лицевой. В принципе,
Не будем тратить время. Я его потом еще подклею, если вдруг мне где-то не понравится. Он уже неплохо схватился. Я теперь расправлю сами загибы банта. И здесь можно, ну, благодаря тому, что это сетка, да, сделать какой-то такой хаотичное движение ножницами и добиться максимально того, что вы хотите видеть. Здесь немного тоже. Ну вот, в принципе, мне все нравится. Такой нарядный, красивый новогодний шар у нас получился. Украшайте с удовольствием свои елки, дома, делайте подарки замечательные своим родным и близким. Я думаю, такое изделие никого не оставит равнодушным и будет прекрасным украшением. Ну, подошел к концу второй видеоурок. Мы с вами сделали интересные изделия для украшения своего дома, для подарков эксклюзивных своим близким и родным. Я надеюсь, эта информация, которую вы получили благодаря видеоурокам, будет для вас полезной, интересной. Мне будет это очень приятно. И я буду больше стараться продумывать интересных видеоуроков для вас. Немножко вернемся к шарам. Я хотела вам показать, вот я вам рассказывала в процессе видеоурока о том, что можно использовать краску с эффектом зеркала и не закрывать ее более темной краской внутри, и тогда у вас получится такой нежный зеркальный эффект. Но если вы закроете внутри черной краской поверх зеркальной, у вас получится более насыщенный оттенок. Здесь задача лично ваша должна быть, какой вы хотите видеть эффект, более нежный, деликатный или более насыщенный. Много зависит от картинки, которую вы выбираете, да, от украшений, с которыми вы будете работать, поэтому смотрите. К сожалению, не видно вам все-таки этих блесток, да, как они мерцают, которыми мы покрывали серединку, но поверьте, это мерцание есть, и оно очень нежное, деликатное, приятное на поверхности. Может быть, здесь будет, плохо, я подозреваю, плохо вам будет видно, но поверьте, этот эффект сохраняется, и он очень приятный. Что я еще хотела сказать, что можно шар ваш покрывать хрустальной крошкой, например, вы смешиваете с лаком, покрываете, застывает лак, и вот остается у вас такой ледяной хрустальный налет, более насыщенный. Если здесь деликатное, да, такой морозный эффект деликатный, здесь прям хрусталики, здесь такой замерзший лед. Замерзший лед странно звучит, но вы понимаете, я надеюсь, о чем я. Так, еще о чем я хотела сказать, что есть заготовки пластиковые с перегородками. Если вы будете использовать перегородку в своей работе, у вас такой появится эффект 3D. Да, вы клеите свою картинку на перегородочку, вставляете ее, и вот получаете такой эффект. Да? Поэтому это даже проще, да, так делать, и довольно интересно тоже получается в изделии, да, смотрится это. Вот, пожалуйста, еще. Вот с такой картинкой, да, заснеженный. Вы делаете заснеженное стекло, и очень-очень интересно, да. Сзади вы, конечно, можете использовать кракелюр. Если кто-то знаком, работал с ним, пожалуйста.
Возможно делать, да, и такой задний фон, очень интересный, он такой винтажный получается. Вот такие заготовочки с перегородками. И еще какой шар я хотела подчеркнуть. Есть у меня такой шар с заснеженным цветком в середине, заснеженной розой. Очень многим нравится он. Все любуются, в восторге, с удовольствием и приобретали у меня эти шары, потому что они необычные, да, обычно мы привыкли видеть зимнюю тему, а тут заснеженный цветок. Цветы на елках актуальны уже не один сезон, они еще будут актуальны очень-очень долго, поэтому если вас заинтересует именно такая техника, да, вы захотите повторить, захотите обучиться, как это делать, пожалуйста, оставляйте свои комментарии, я запишу с удовольствием. Конечно, уже в следующем году вы сможете это сделать, но у вас будет впереди много времени потренироваться и сделать вот такие интересные, уникальные шары к следующему Новому году. Дорогие творческие феи, милые рукодельницы, я поздравляю всех с наступающим Новым годом. Желаю вам больших творческих успехов, благополучия и радости в Новом году, здоровья и счастья вам и вашим семьям. Я подготовила для вас много интересных мастер-классов. Также будут так называемые семейные мастер-классы, уроки, благодаря которым вы вместе со своими детками будете создавать интересные изделия, проводить хорошо время. Ну и более сложные для мам мастер-классы, поэтому, пожалуйста, подписывайтесь на канал Колыбель Искусства, ставьте лайки, колокольчики, чтобы у вас сохранялось это в актуальном ленте, так вы не пропустите интересные занятия. Также оставляйте свои комментарии, это безумно приятно, так я буду видеть обмен, да, ваше внимание, и это добавляет силы, желания творить, создавать что-то интересное для вас. Давайте творить вместе. Всем добра!